Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FOTLab. А в этом уроке мы с вами поговорим о диакритике и вообще зачем нам нужна расширенная латиница в шрифте и расширенная кириллица. Как рисовать диакритические знаки? Я не буду сильно вдаваться в эту тему, потому что это скорее для самостоятельного изучения вопрос, потому что дальше мы будем уже непосредственно его реализовывать, рисовать эти знаки, использовать его в нашем шрифте. Но чтобы понять, как именно правильно их нарисовать, тут вам, конечно, придется покопаться, но для этого у нас есть достаточно большое количество материалов, которые вы можете самостоятельно изучить и понять, что вообще с этим делать. В общем, одна из первых статей, которую стоит прочитать, она доступна на двух языках, это либо английский, либо ее перевод на русском языке, хорошо показывает на иллюстрациях, как именно выглядят диакритические знаки, какие бывают их модификации встроенные, либо отдельно там приклеенные и так далее, как это все можно в своем шрифте использовать. Тут немножко у нас есть про диграфы, я так понимаю, информация. Вот, в общем, первая статья, которую нам нужно прочитать, на сайте I Love Typography можно посмотреть правильные элементы, как они должны устанавливаться, где они должны находиться, там, на оптические компенсации и так далее. Все это вы можете здесь почитать. Дальше, следующий проект. Это проект, в котором представлено описание всех диакритических знаков, он на английском языке, по каждому конкретному знаку по отдельности. Всякие там бреви, диерезисы и так далее, все это здесь описано. Как это все можно посмотреть. Еще здесь удобно то, что представлены ссылки на дополнительную информацию об этой диакритике, которую вы можете также самостоятельно изучить. Один из хороших примеров – это сайт с польской диакритикой Адама Твардыха, если я правильно говорю. Это описание особых вариантов диакритики, которые представлены в именно польском языке. Например, различные варианты написания акута, которые в польском языке отличается. То есть, если он так под сильным углом находится, то в польском языке он имеет более вертикальное положение. Поэтому это стоит учитывать при создании диакритики. И для этой цели у меня есть отдельная версия диакритики конкретно под польские знаки. Это мы тоже все с вами разберем, все это нарисуем и поработаем над этим. Дальше, следующие локальные альтернативы. Допустим, в кириллическом языке очень выделяются некоторые языки тем, что у них есть отдельные визуальные рисунки букв, привычных нам форм, соответственно. То есть, если мы берем вот такой русский язык, в котором классические буквы представлены, которые мы с вами привыкли видеть в русском языке, они же, если мы берем, что это у нас, болгарская кириллица, имеют немножко отличия. То есть, если вот здесь мы посмотрим, мы увидим, что у нас отличается буква «Д», у нас отличается буква «Щ», и буква «К» тоже отличается. И вот в таких мелочах в целом у нас может отличаться кириллические языки. Делается это все на базе OpenType Fetch, они сами переключаются и подстраиваются под раскладку пользователя. Вот. Это мы тоже с вами сделаем, этому будет посвящен отдельный урок. Вот. И для того, как это все нарисовать, стоит почитать статью, в которой приведены примеры, что отличается, как отличается по разным языкам и какие вот фичи для этого тоже можно использовать. Это все, ну, это в данном случае арабские альтернативы какие-то. Это не тема нашего урока, но вот, допустим, вот это видно, что в русском языке символы выглядят вот так, в болгарской кириллице они выглядят здесь точно так же, потому что в шрифте, который это показывает, видимо, нету болгарской альтернативы, но сверху видно, как именно они отличаются от русской кириллицы. Дальше. Сайт с книгой, посвященной диакритике, латинской ее части. Это бесплатная книга, ее можно скачать, посмотреть, она представлена на английском языке, русской версии я не встречал, но в целом можно ее прочитать с переводчиком, никаких проблем не будет. Здесь как раз представлены разные языки. Что у нас здесь есть? Здесь не видно. Чешский, венгерское, польское,
Ну, в общем, какие-то здесь языки представлены, я уже не помню, давно я смотрел. В общем, полезно для изучения. Здесь показаны исторические формы, откуда они пошли, эти символы, как они образованы и как их правильно рисовать. То есть можно, в принципе, почитать. Полезная штука. Дальше. Есть на русском языке несколько видео. Я думаю, здесь есть субтитры. Так, субтитры. Нет, субтитров нет на английском языке, но в целом можно посмотреть. Здесь достаточно хорошо все понятно. Первый вебинар посвящен введению в диакритику. Как раз таки вот он рассказывает о тех знаках, которые мы с вами рисуем дополнительно, чтобы расширить нашу латиницу. Вот здесь сейчас посмотрим представленные, какие бывают альтернативы, откуда они пошли. Ну, достаточно так базовые вещи рассказываются, но их тоже вам будет достаточно, чтобы понять, как именно разнообразить можно наш шрифт, чтобы он обзавелся большим количеством новых языков, которые для вас в целом не родные. Вот. И то же самое, посвященное кириллической диакритике, которую мы с вами нигде особо не встречаем в нашей жизни, скорее всего. Но вот как раз здесь про альтернативы разных языков кириллических представлено все. Разные бревии, которые бывают, разные формы букв с хвостом, которые мы с вами делали за счет скинфильтра. Все это тоже здесь рассказывается и в целом помогает вам понять, что вообще нужно и желательно нарисовать в вашем шрифте, чтобы у него была большая, так сказать, аудитория использования. Для того, чтобы понять, какие вообще бывают альтернативные символы, которые встречаются в языках, кроме как английском и русском, можно посмотреть на сайт со списком всех символов, большинства символов, диакритических символов латиницы, в которой есть описание, сколько людей на нем разговаривает, какой код у этого символа, из чего он собирается, как он называется и так далее. Вот перечень различных, что это у нас, видимо, это у нас капителия, какие-то лигатуры, какие-то иные символы, помимо вот стандартных. Здесь можно посмотреть то, чего не хватает в вашем шрифте. Также вы можете посмотреть, а имеет ли смысл вообще делать там тот или иной символ. Например, G-Karan. Мы его открываем, и что он нам показывает? Что 1,5 миллиона пользователей, и он используется только в одном языке. Вот здесь он используется. И тут вы уже сами принимаете решение, оно вообще оправдано делать такой символ в вашем шрифте или нет. Но на самом деле он собирается очень легко, у нас уже есть буква G, у нас будет такой Karan нарисован для других символов, поэтому собрать это все в один символ займет у вас буквально 2 секунды, поэтому почему бы и не добавить. Вот. Пройдясь по этому сайту, можно посмотреть примеры, как это реализовано в других шрифтах и, в общем, скажем так, понять, как вам стоит это все дело нарисовать. Идем дальше. То же самое есть для кириллических языков. Здесь у нас на 2 языках представлено, на русском языке и на английском языке. Для англоязычных пользователей FontLab очень будет полезно. И здесь что мы можем увидеть? Все списки кириллических знаков. Около 80 языков на текущий момент, и, скорее всего, будут еще какие-то дополнения. Тут представлены те символы, которые мы с вами обсуждали, когда рисовали скинфильтры. Я вам показывал примеры различных букв с какими-то хвостами, с крючками и прочими элементами, которые в русском языке, в общем, не представлены, для вас они могут быть новыми. Здесь можно посмотреть, как они нарисованы. Здесь представлено 2 варианта в шрифтах с засечками, потому что они иногда отличаются сами по себе, эти элементы. И также строчные и прописные символы. Можно наклонные посмотреть, потому что некоторые курсивные начертания символов отличаются от таких же, но вертикальных, так сказать. Можно посмотреть, что это сортировка у нас в виде таблицы с названием, все это можно посмотреть. А еще здесь можно посмотреть, какие языки, в принципе, представлены и что в них входит. Например, если мы посмотрим русский язык, то мы увидим, что в него входят вот такие 33 буквы. Плюс есть еще с ударением, я так понимаю, и вот общий список всех этих символов. Если мы посмотрим какой-нибудь, например, белорусский, то мы видим, что здесь есть особые символы, которых нету в кириллице. Вот эти диграфы, вот такая буква Г,
палочка такая. Это у нас что? Апостроф какой-то. Ну и, в общем, немножко отличается. Такая буква УЦ в бреве тоже. Это все необычные символы. Можно посмотреть что-нибудь еще, ну, казахский, например. И вот здесь есть символы, которых вы тоже не встретите. То есть, зная, какие символы, какой язык поддерживают, вы можете сильно разнообразить ваш шрифт. Здесь вот написано, когда он был сделан, из чего он состоит, и вот 33 символов русского алфавита и 9 символов, которые у нас в русском языке не представлены. Вот, очень полезная штука. Ну, еще можно посмотреть вот такую штуку. Это сайт Гиперглот, где представлено тоже большое количество языков, и в кириллическом мы можем увидеть, что существует 86 его модификаций. Здесь мы можем выбрать те же самые языки, например, вот белорусский, он нам показывает, что именно входит в состав этого языка. Вот они, символы с описанием, с названием. Что тут можно нажать? Копировать можно, кстати, это удобно, если вы хотите добавить в ваш шрифт, копируете его и добавляете в фонлап, и можно будет его нарисовать. Специфические знаки, знаки диакритики и так далее, здесь все представлено. По русскому языку, что здесь у нас есть? Вот русский язык. Смотрим. 150 миллионов пользователей. И вот они все 33 знаков, ничего необычного я здесь не вижу. Знаки с ударением тоже здесь сразу представлены. И все 3 вида диакритики, которые используются в нашем шрифте. Причем написан его и Unicode в том числе. В верхней части, вот, например, здесь написано, какой это символ. Вот, очень полезная штука. Здесь, кстати, вот написано, что кириллическая форма бревия отличается от латинской. Это очень важная штука, потому что во многих шрифтах не совсем корректно написано такое бреве. Вот, используют просто латинское. Оно у нас принципиально отличается. В общем, вот эта теоретическая часть вам очень сильно поможет разнообразить ваш шрифт, понять, как правильно нарисовать тот или иной символ и в целом сделать ваш шрифт гораздо качественнее. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.